Дорогие друзья, вас приветствует канал Домашняя кухня. Привет всем! Друзья, сегодня будем с вами готовить самые нежные, самые вкусные котлетки. Здесь у меня 1,5 килограмма мяса, из них 850 грамм, из этого количества 850 грамм куриного мяса и 650 грамм жирной свинины. Это количество я разделю на 3 части по полкилограмма. У нас уйдет на котлеты, на беляши и на пельмени. Беляши и пельмени я вам позже покажу, как я делала. А сегодня у нас с вами вкуснейшие, самые вкусные в мире котлетки. Скромно, да? Значит, здесь у нас соль, 1 чайная ложка перец, пол чайной ложки, 1/3 чайной ложки, ну или половинка, кому как нравится, горчицы уже готовой, 1 яйцо, панировочные сухари именно в фарш. И тут у нас 3 столовые ложки и 2 столовые ложки сметаны, а также 2 головки лука, 220 грамм, куда ж без него. Значит, у нас фарша идет на котлетки ровно 500 грамм. Вот на это количество и собраны вот эти все ингредиенты. Фарш я буду перекручивать вот на такой мясорубке, вот с такой мелкой решеткой. Когда перекручу, продолжим наше видео. Итак, друзья, вот я прокрутила мясо, свинину, курицу, свинина, курица. И последним пошел лук. Для того, чтобы прогнать полностью весь лук по мясорубке, нужно в последнюю очередь кусочек черствого батона положить в мясорубку, и весь лук выйдет. Теперь я из вот этих 1,5 килограмма возьму 500 грамм пополам, 250 свинины и 250 грамм курицы, объединю и соединю с нашим луком. Итак, вымешиваем наш фарш. Добавляем чайную ложку соли, пол чайной ложки перца, яйцо, сметану, горчицу, и пока вымешиваем без сухарей. Вымешивать надо руками. Руками вы чувствуете текстуру фарша. Если кому-то не нравится, можно взять ложку или вилочку. Фарш получается очень нежный, такой, кажется, на первый взгляд жидковатый. Вот. Но после того, как мы добавим панировочные сухари в фарш, он впитает в себя лишнюю жидкость, которая необходима для того, чтобы пропитать мясо ароматом лука. Жидкость у нас появляется от сока лука, но без лука никуда. Вот мы замесили такой очень нежный фарш. Сейчас еще мясо в фарше само по себе впитает луковый сок. Но для того, чтобы мы получили ту консистенцию фарша, которая нам нужна, нам нужно добавить еще панировочные сухари.
разъединяем все. И теперь после вымешивания фарша нам обязательно нужно дать ему настояться, для того, чтобы мясо наполнилось запахом специй и лука. Вот теперь уже консистенция та, которая нужна именно для формирования котлеток. Сейчас он еще постоит, станет еще гуще. Фарш старайтесь всегда делать нежным. Чем нежнее фарш, тем будут сочнее и вкуснее ваши котлеты. Вот такой фарш у нас получился. Мы его оставим, ну, максимум часа 2, пусть постоит в холодильнике. Полчаса он может постоять и при комнатной температуре. Но лучше отправить фарш в холодильник. Отправляем фарш в холодильник для того, чтобы он пропитался. Итак, друзья, наш фарш настоялся. Формируем котлетки. Вот я уже тут 3 штуки сформировала. Котлетки выкладываем на мокрую тарелку, чтобы они не прилипали к самой тарелке. Руки обязательно надо смочить водой. В руку набираете столько фарша, сколько считаете нужным, необходимым для формирования котлетки. Я люблю делать овальные котлеты, кто-то круглые. Напишите в комментариях, какие вы делаете котлеты. Ну вот примерно 7 котлет у нас получится положить на нашу сковородку. Ну а теперь сформированные котлетки мы обваляем в сухарях. Видео, как я делала сухари, есть на моем канале. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Там за 1 минуту вы можете сделать собственные сухарики из черствого батона. Фарш для котлет старайтесь всегда, чтобы была жирная свинина, входила в состав фарша, потому что котлеты тогда будут сочными. Если будет, допустим, входить 1 куриная грудка, то котлеты будут суховаты. Очень нравятся мне эти сухари. Они такие воздушные, красивые на вид. Ну вот, последняя котлетка. И будем обжаривать. Добавляем на сковороду растительное масло. И выкладываем. Ой, какой сразу аромат пошел.
Наша задача только обжарить котлеты с двух сторон, не доводить их до полного приготовления, потому что после того, как мы котлеты обжарим, мы их будем доводить в духовом шкафу. Котлеты обжариваем на большом огне, чтобы быстро получить зажаристую корочку. Посмотрим. Вот они уже. Смотрим на вторую сторону. Вот она уже у нас хорошо подрумянилась. Ну, вот котлеты наши готовы. Перекладываем их на тарелочку, а потом все сложим в отдельный лоточек и поставим в духовой шкаф. После обжарки котлеты нам необходимо довести до полной готовности. Сейчас мы их будем выкладывать слоями, так на ребрышко ставить. Вот так мы выложили котлетки на стеклянный противень. И теперь этот противень отправим в духовку доводить котлеты до полной готовности при температуре 180 градусов на 10-12 минут. Друзья, ну вот любимое блюдо с советских времен. Котлетка, пюрешка и огурчик готово. Давайте попробуем. Вот такая котлетка, светлая, красивая. А вкус какой? Как вкусно! Какая нежность! Нежность нежная, вкусность вкусная. Желаю всем приготовить, порадовать своих близких. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал, за лайки и отзывы. Готовьте с удовольствием. Всем здоровья и процветания!